Всем доброе утро! Сегодня обсудим такой вопрос, как интернет-торговля в Аргентине. Вот, в частности, где, на каких площадках торговать, как торговать и какие, обсудим также обязательно, какие налоговые дела, то есть какие налоги надо платить, как оформлять, где оформлять. Значит, начнем с того, где торговать. У нас самая распространенная площадка для простых людей, я имею в виду вот простых приезжих, которые хотят, не приезжих, простых местных, которые хотят торговать. Это самая распространенная такая, это есть Mercado Libre в интернете. Это наподобие Амазона. То есть здесь любой человек регистрируется, любой товар выставляет и продает. Да, площадка берет определенный процент с продажи, да, есть минимум, который ты должен меньше, ты не можешь там, в общем, продавать что-то за 1 песо или за 2 песо. Там есть определенный минимум, по-моему, в районе где-то 800 песо. Твой товар не может стоить меньше, сейчас уже особенности. Ты должен ставить столько-то или больше. Есть налоги, которые взимаются, не налоги, а услуги за продажу, процент определенный. Я не помню, сколько там тот процент, у каждого по-разному. Там все зависит еще от того, сколько рекламы ты хочешь давать. Если ты хочешь, чтобы ваша публикация была самой дешевой, тогда она будет показываться только там сколько-то определенных раз в начале, а потом кто именно в поисковике набьет, что такой-то товар ищет, тогда ему высветится, а так рекламироваться не будет. Если вы хотите больше показов, чтобы делала Mercado Libre, то да, вы платите больше процент с продажи. И там, по-моему, где-то около 3 таких есть этих самых этапов показа. То есть самый большой, самый маленький и такой средненький. Это первая площадка, где продают. Потом популярностью является еще и Instagram, и Facebook. Instagram и Facebook не имеют магазинов, сделанных таких, а ты заводишь страницу, там рекламируешь, но это очень популярно. Типа TikTok, Instagram и Facebook — это то, чем пользуются еще люди для продажи здесь, для рекламы своих товаров. Но там, как правило, уже Mercado Libre чем хорош? Mercado Libre хорош тем, что там уже подключена доставка, формы оплаты, все подряд, которые у нас тут существуют, и карточкой, и наличкой, и всем остальным. Человек там может выбрать любую ему доступную форму оплаты и заплатить этот товар. И выбрать доставку на дом или просто в какой-то пункт, куда ему там подвезут этот товар, и он заберет, чтобы было дешевле. Или там, в общем, есть все формы, которые самые распространенные формы доставки. Очень быстрая доставка. Почему? Потому что утром товар купили, уже в обед его отгрузили, к вечеру этот товар уже получается у покупателя. Это людей привлекает, все туда доверяют, все этим пользуются. Но есть и свои фишки. Это определенные условия, на которых ты должен там торговать. То есть ты не можешь поставить фотку, какую ты захочешь. Ты должен подобрать фотку на белом фоне определенного размера. То есть просто так ты не можешь. Ты не можешь выдвинуть это на передний план, не на передний. Это не от тебя зависит. Ты не можешь там указывать какие-то свои контактные данные, чтобы люди потом купили и Mercado Libre с этого не получила никакой прибыли, потому что соединились напрямую с тобой, договорились и все. Конечно, выкручивается, конечно, там где-то что-то вставляет, какой-то намек для тех, кто может это понять, чтобы обходить и договориться напрямую. Но я говорю про то, что легально есть, а не про то, что как кто обходит. И, конечно, еще Mercado Libre бесплатно дает Shop, называется такой раздел Shop, где вы платите еще за то, что имеете магазин, и вы можете торговать не между всеми свои товары, а открыть свой магазин. То есть вы можете вплоть до того, что до этого шопа подключить свою какое-то название вашей страницы. Если у вас есть какая-то страница, там, допустим, там vasa.com, значит, ты можешь перенаправить эту на свой шоп, или там лучшеекафе.com, перенаправишь туда, на этот шоп, эту страницу, и она будет открываться. То есть такие настройки там присутствуют. За шоп надо платить отдельно, плюс, опять же, по продажам там тоже есть свои налоги и все. То есть чуть больше будете еще платить за шоп.
за то, что вы ее содержите, и больше с продажей. Но это уже как бы вас магазин, который вы скажете, вот смотрите, и он подключен до оплат и до доставки. Это очень выгодный вариант. Также там можно, если вы открыли такой шоп, это не значит, что вы не можете в Mercado Libre продавать между всеми товары. То есть вы можете одновременно публиковать и отмечать, что этот товар будет продаваться в моем магазине, Mercado Libre'овском вот этом шопе, и в то же время просто на страницах Mercado Libre. То есть и там он будет высвечиваться. И где купили, то есть сток общий такой между двумя площадками. То есть в этом плане, конечно, продумано, спору нет. Еще есть такая вещь, которой я пользуюсь, которая меня больше устраивает. Это открыть свой интернет-магазин. Есть куча софта, где можно открыть свой интернет-магазин, расположить на каком-нибудь сервере и торговать оттуда. Чем мне это больше нравится, никто меня не обязывает, сколько, к примеру, этого самого... Сейчас мы выедем с этой пробки и будет легче, я не буду отвлекаться. Сколько, к примеру, цену ставить, хоть по 1 копейке, хоть бесплатно, баннеры ставить, ставить товар, какой я хочу первым, какой нет, какие скидки я хочу, те и делаю. То есть это ваш магазин. Это очень хорошо. Но ваш магазин надо рекламировать, то есть, чтобы люди пошли в ваш магазин, там уже свои фокусы. Как разрекламировать ваш магазин, чтобы он светился в поисковиках, как бы на первых страницах, чтобы люди на него попали, иначе кто его будет знать? Но тут тоже есть варианты, вы можете свой магазин рекламировать в социальных сетях, в тех же ТикТоках, в тех же Фейсбуках и давать ссылки на этот магазин. То есть это уже другой вопрос рекламы, но гибкости и, конечно, лучше в своем магазине. Но есть и много недостатков. Ваш магазин надо по-любому как-то подключить. Если он торгует в Аргентине, вам по-любому надо подключить его к этому самому, к аргентинским формам доставки и к аргентинским формам оплаты. Иначе человек, ему не будет выбирать варианты, как это так придумать, чтобы вам как-то заплатить. Он должен быть уверенным, что да, вот, допустим, перечисление, банковское перечисление должна быть какая-то наличка, которую он даже может пойти и заплатить, если у него ничего нет. Должна быть какая-то карточка, по которой он может заплатить, ну, то есть вот карточка кредитная или дебетная карточка, что он вставил ее данные и заплатил. И он должен быть уверен, что его не воруют эти данные, и все. Соответственно, нужны определенные модули, а это, как правило, уже не бесплатные модули, которые вам подключат вот эти все формы оплаты до вашего магазина. Это раз. Второе, доставки. И с доставкой есть тоже большая проблема. Видите, вот, допустим, там спереди мотоцикл есть, вот Globo. Он это развозит с Mercado Libre или там с ресторанчиков, с того всего. Вам надо будет, если вы хотите здесь, или самим развозить по городу, потому что больше всего, конечно, вокруг вас в вашем городе будет покупателей. Или же где-то какие-то точки, куда он может прийти и забрать свой товар. Или договариваться с какими-то вот такими развозчиками, которые будут совместно с вами работать. То есть, если есть такой заказ, ему там кто-нибудь чего-нибудь платит, и он это самое развозит, но каждую точку как отсчитать, вот в чем прикол, то есть сколько это будет стоить. Это вот есть свои загвоздки. Mercado Libre это как-то уже урегулировано, а здесь на своем магазине надо будет самому все это продирать, провысчитывать и все. Также доставка по всей Аргентине. Как правило, доставка по всей Аргентине существует только несколько вариантов, если это по всей Аргентине. К примеру, какую-то провинцию вас кто-то что-то купил. Это вариант Почта Аргентины, самый, скажем так, пока что на данный момент экономный и общепризнанный. Но есть свои прибамбасы, сейчас буду объяснять какие. Потом частные почты наподобие Андриани. Вот. Потом, к примеру, если это габаритный очень товар, наподобие, там, я продавал периодически каяки. Вот каяк ты же в почту посылку не засунешь, то существуют грузовики, которые, в общем, фирмы, которые развозят грузовиками по всей Аргентине.
И вот это все, то есть у Почты Аргентины есть, допустим, там не больше 30 килограмм посылка, не больше, к примеру, 1,50 м по длине. Допустим, в Андриане не больше 1,80 м по длине. Это даже, к примеру, так как я удочки продаю на вот этом своем магазине leonpesca.com. Вот там меня надо выбирать, типа, если удочка такая, значит, я не могу, допустим, длинная, не могу такой-то почтой отправить, надо другой почтой. А это все расценки. Плюс, опять же, в каждый, все зависит от веса, от габаритов и от расстояния. И, соответственно, это, знаете, сколько пунктов населенных на всей Аргентине. И это надо все пересчитать. И вы не можете иметь магазин, в котором вы будете бесконечно сидеть и считать. Каждый будет задавать вопрос: а сколько стоит доставка в мое село такой-то провинции? Там, как вы посчитаете, сколько будет стоить? А потом ему ответьте. Это будет не продажа, а только переговоры. Потом он скажет: да не, это дорого, а потом еще что-то. То есть вы будете больше тратить время. Опять надо платные модули, которые будут подключаться и все это делать. Плюс, я говорил про недостатки почты. Я, допустим, пользуюсь такими модулями, которые автоматом меня все рассчитывают, но все равно они ошибаются. У нас настолько часто поднимают эти расценки, и расценки почта поднимает так, что даже, вот они сегодня, к примеру, подняли расценку, они даже на своем сервере, который там выдает эти цены, они ее сегодня не меняли. Они там каким-то по кассам раскидали эту, где кто сдает, кассы знают новую расценку. А вот этот сервер, куда подключаются всякие модули, а он не знает. То есть ты смотришь, а все равно раз, и типа тебе заплатили за доставку меньше, чем ты потом почте должен отдать. И это все накладки. Ты снова должен там процент увеличения увеличивать. То есть есть, конечно, своя головная боль. Но я предпочитаю все-таки даже при всех головных болях торговать на собственном сайте, на собственном магазине. Это гораздо удобнее, это более гибко, это более, как говорят, это самое интересно, там больше ты можешь делать всяких скидок, предложений, расставить товары под так, как ты хочешь, чтобы они выглядели, в общем, менять как ты хочешь, какие фотки у тебя будут красивые, не на белом фоне, к примеру, ты там какую-нибудь рыболовную катушку можешь хоть на зеленом кустику положить, или там, не знаю, сверху на рыбу, или рыбу на катушку, то есть никто тебя в этом не ограничит в твоем творчестве. Ребят, но это еще не все, это еще совсем не все. Сейчас мы коснемся кое-каких вещей, которые сразу будут, вышибать мозги. Это официальное оформление. Если вы думаете, что вы просто можете схватить что-то, оформить в Mercado Libre и начинать там продавать просто так и никому ничего не платить, я имею в виду государству, то вы сильно ошибаетесь. Во-первых, вас и Mercado Libre прекратит с вами общаться, и, соответственно, все банки, перечисления, все могут быть очень быстро заблокированы. И даже если кто-то скажет: да я там договорюсь, у меня еще нет ДНИ, я договорюсь там с каким-нибудь аргентинцем под его ДНИ, под его счет откроюсь и начну там торговать и буду все там продавать, что захочу по всей Аргентине, это тоже не пройдет. Если вы найдете такого, так это дурачок, и, честно говоря, только до первого определенного момента, когда с него начнут снимать его деньги. Вот с тех пор он быстренько начнет задаваться вопросом: а что происходит с его счетами, с его деньгами и все остальное. Почему? Потому что, чтобы торговать в Аргентине вот такую онлайн-торговлю, надо регистрироваться официально в АФИПе. АФИП – это налоговая инспекция. Надо регистрироваться как минимум, хотя бы минимальным моноатрибутистом, и моноатрибутист – это частный предприниматель, который должен быть, он имеет право 3 деятельности открывать, любые 3 деятельности. Допустим, даже про себя расскажу. Вот у меня одна деятельность – это компьютерный сервис, и это самое все, что связано с компьютерами. Вторая деятельность – это YouTube. Это вот тоже отдельной деятельностью, открывается отдельные счета, выписывает вообще другие, совсем другие. И одна – это продажа спортивного и рыболовного оборудования по интернету, именно по интернету. То есть онлайн-деятельность по продажам, онлайн-продажи не оптовые, а розничные. Вот, все это вы должны открыть. Теперь,
Новое правило. Вы, как правило, когда открываете какой-то там свой интернет-магазин, вы придумаете себе такое виртуальное название, или которое вы там придумаете. Ну, не знаю, там, лучшее, там, да любое. Вон сейчас смотрю, вот тут написано Максини. Что обозначает Максини, я не знаю. Но это магазин называется Максини. То есть там же не написано фамилия, имя, отчество этого самого. Или фамилия, имя хозяина, на которого открыто. Нет, он назвался Максини. Соответственно, все вот эти виртуальные имена, которые вы придумали, до сих пор были просто так. Вы берете в налоговой инспекции, когда выписываете счет, вы просто там вбивали Максини, да, и на официальном счете у вас выходило, что это счет от фирмы Максини. Или там потом вы быстренько, вам надо от другой фирмы, у вас и другой магазин есть. Вы тут же просто его переписывали, писали. Это типа вот, теперь он называется Петя, Вася, хорошие братья. Или там кофе, там еще какое-то. И раз, и тут же уже счет от такого имени шел. Он, как написано, Милена. Вот Милены шел счет. Там на магазинчике было Милена написано, сейчас справа у меня пролежал. Теперь же нет, ребята, в Аргентине АФИП уже поставил везде объявление. Я вчера заходил как раз в АФИП, там выписывать счета по продаже, которые сейчас поедут в Кордову. Сегодня посылка поехала с продажи. Его счет этот выписывал на эту посылку, и уже там висит объявление. То есть 20 мая этого года, осталось 10 дней, все вот эти имена, которые вы хотите применять, вот наподобие стоит Вольта, вы должны зарегистрировать официально в налоговой инспекции. И тогда ваши счета официальные в налоговой будут выписываться только от тех имен, которые на вас там зарегистрированы. И они, чтобы вы знали, есть такое у нас обязательное правило. На всяких интернет-магазинах должен стоять такой штрих-код, от АФИПа, он выдается налоговой инспекции. Вы должны его вставить на страницу на видимом месте, где, так сказать, народ может нажать и пожаловаться налоговикам, что вы там, не знаю, счет им не выписали, еще какую-то ерунду сделали, что-то там по-черному ему продали. То есть вы понимаете, да, то есть официально вы должны это делать. Ясный перец, не все это делают, не все хотят вот этого всего, но всегда человек найдет, как нажаловаться на вас, если что-то не так. И вот это все теперь должно быть зарегистрировано в налоговой инспекции. Что будет, если вы, к примеру, говорите, а я не буду в налоговой инспекции регистрироваться, а я не буду платить никакие налоги за эту деятельность, я просто буду продавать как старый товар. Как старый товар вы можете продать разово в каком-нибудь Фейсбуке, там вот маркетплейсы вот эти. Вы можете продать еще на какой-то социальной сети, но это разовые товары. В Mercado Libre вы указываете, это новый товар или старый. К примеру, вы говорите, я продам старый товар. Но если вы будете продавать частенько свои старые товары, под видом старых товаров, допустим, да и плюс еще они будут немножко дорогие, в определенный момент Mercado Libre может просто забрать у вас 40% из того, что вам было заплачено на их площадку от стоимости товара. Так как у меня когда-то получилось с каяком, я его продавал тогда еще в то время за 100 тысяч, а 40 тысяч у меня задержало Mercado Libre. И написало, покажите подтверждение того, что в налоговой инспекции оформлены вы как человек, который продает старые товары. Вот, то есть вы понимаете, о чем я говорю? О том, что это как старьевщик, который, знаете, это собирает и продает старье, или там это, как еще сказать, ну, в общем, старые вещи. То есть это тоже должно облагаться этим. Потом, после того, как вы начинаете продавать Mercado Libre, вам придет обязательно через определенное время, то есть вы только-только начали как бы шевелить там товары, придет то, что вы должны подать им декларацию свою о оплате налогов, которая называется Ingresos Brutos. И перед тем, чтобы продавать, вы еще должны подать им декларацию такую, как называется, что вы зарегистрирована, ваша деятельность вообще в налоговой инспекции. Без этого они просто вас выкинут. Или задержат те деньги, которые вы получили на счет Mercado Libre. Вот почему я говорю, что когда вы будете
под чужим именем там пробовать торговать, когда у него задержат его деньги, вот тогда он обратится к вам и скажет: а что происходит? Что-то у меня в банке начали деньги мои типа, пропадать или еще что-то. Mercado Libre начинает с вас, пока вы не дадите 2 декларации, оно с вас не слезет. Одна декларация — это то, там есть такое, где ваш аккаунт, там есть, где вы должны свою налоговую эту самую декларацию подать. Одна — это то, что вы вообще зарегистрированы, как что вы имеете право вот это все продавать. Это не касается, если вы один раз продали старые тапочки. Но если вы часто начинаете продавать, вас это затронет. Второе — это что вы платите налоги на этот самый, в провинции, провинциальный налог. Называется провинциальный налог Ingresos Brutos. И вот всех, кто выписывает, а вы официально должны выписывать счет С, называется, есть разные фактуры. Фактура — это счета. Вы должны покупателю давать счет, подтверждение, что вы продали ему такой-то товар. Значит, вот эти вот счет С, если вы выписываете, значит, вы должны платить Ingresos Brutos. Все, кто выписывает фактуры С, должны платить Ingresos Brutos. Не забывайте об этом никогда, потому что я уже встречал здесь, которые говорят: не, нам наши бухгалтера сказали, что это все не так. Ну вот, это до одного момента, что вам сказали и все такое. Это значит, такие хорошие бухгалтера. Вот. Ingresos Brutos, если есть фактура С, должна быть Ingresos Brutos. Ingresos Brutos – это налог провинциальный. В каждой провинции свои Ingresos Brutos. В среднем они составляют 3% не от вашей прибыли, а от стоимости всего счета. Это значит что? Это значит, к примеру, вы купили что-то за 90 песо, а потом это что-то вы продали за 100 песо. Вот, вы должны заплатить не с прибыли в 10 песо 3%, а от 100 песо должны заплатить 3%. Соответственно, вы должны понимать, да, то есть от фактурасьона, не от прибыли. Существует такая вещь. К примеру, вы не подаете в Mercado Libre о том, что вы продаете, декларацию о том, что вы зарегистрированы платить вот эти налоги. Он автоматом начинает снимать с вас сам. Только не 3%, а чтобы заставить вас платить, он начинает с вас там что-то около 15% снимать до тех пор, пока вы не подадите декларацию. Просто будет написано, что они являются agentes de ingresos brutos, то есть это называется ретенсионы. И они у вас задерживают ваш налог до тех пор, пока вы с ними не урегулируете вот эти отношения, что вы не подали им декларацию о том, что и они не проверили ее, что вы действительно платите городской налог, они с него будут снимать. Тем же занимаются все финансовые структуры Аргентины, то есть банки. Если вы попадете в то, что вы не зарегистрированы вот здесь платить налог, который АГИП, городской налог, то с вас банки здесь в Буэнос-Айресе будут снимать вот эти вот проценты просто от всех поступлений денег на счет. То есть, к примеру, вы перевели на счет деньги, а они просто взяли и задержали это Ingresos Brutos. И тогда человек... И это задержки могут быть даже если вы зарегистрированы. Но когда вы зарегистрированы, вы когда делаете расчет месячный, вы их учитываете. И там в налоговой инспекции указываете, что у меня банк один снял столько-то, другой снял столько-то, третий столько-то, такого-то числа и такую-то сумму. И тогда то, что вы должны платить, там отсчитывается вот это, что уже сняли. И бывает такое, что даже, налоговая городская, она вам должна, а не вы. Потому что с вас больше сняли, чем, честно говоря, вы должны были платить. И так бывает, переходит на следующий месяц, на следующий. То есть это все утрясается. Но это если вы там зарегистрированы. Если нет, будете только деньги терять. Плюс всегда может прицепиться налог и сказать: вообще, Вася, а что такое, что за деятельность без регистрации? Мы еще не дошли до другого. Все, кто открывает интернет-магазины, как правило, говорят: мы же будем по всей Аргентине продавать. Вряд ли им хочется открывать интернет-магазин, чтобы продавать соседу. Они же хотят продавать и в провинцию Кордова, и в провинцию Буэнос-Айреса, и в провинцию, Энтре-Риос, и еще куда-то. То есть мы же все бизнесмены, нам всем надо подниматься крутенько. Так вот эти
налоги, которые я рассказываю про ingresos brutos, провинциальные налоги, не общий налог за вашу деятельность, а провинциальный налог. Он берется в каждой провинции, куда бы вы что ни продали. И вам надо регистрировать такую деятельность, как сейчас называется мультилатераль. Вот, то есть сейчас есть такое конвенио мультилатераль. Вы должны зарегистрироваться во всех провинциях, в которых вы продаете, во всех. И потом каждый месяц, раз в месяц вы должны садиться, или вы, или ваш бухгалтер, и рассчитывать в каждую провинцию, сколько он продал вещей в этом месяце. И в каждую провинцию рассчитывать налог. Да, единственное, чем хорошо это мультилатераль, что сейчас оно унифицировано и можно делать с одного сайта, а не заходить на сайты каждой провинции, там сидеть и рассчитывать. Вот в этом помощь, но это не избегаешь ты налогов в этих провинциях. То есть, если я отправляю в Кордову, я записываю, сколько я продал в Кордову. Если я отправляю в Сан-Хуан, значит, сколько в Сан-Хуан. И каждый месяц или ты, или твой бухгалтер должен рассчитывать налоги на все вот эти провинции. Сколько продано, и туда заплатить налоги. И это же мультилатераль конвенио вас потребует и Mercado Libre, как и у меня оно требует сейчас. Но я уже послал, просто говорю, что потребует обязательно. Почему? Потому что когда проходит через Mercado Pago форма оплаты, а это Mercado Libre, Mercado Pago одна фирма, только разные фишечки, там базар, а там деньги. Вот. Они видят, что, допустим, тебе получил ты платеж с такой провинции, с такой. Они тебя предупреждают. Если ты не оформил это и не подашь нам вот эту декларацию, через личный кабинет не засунешь нам, чтобы мы увидели, что ты платишь во все эти провинции, с которых получаешь деньги, то мы будем с тебя удерживать по 15%, типа, пока ты не подашь. Вот. Это я хотел объяснить, чтобы народ понимал, что многие вот как бы не вникают в вот эти все вопросы, а начинают, что там просто, сейчас пойду с кем договорюсь, там под его счет буду продавать. Не будешь продавать, потому что когда у него начнут удерживать в каждом банке определенные проценты от любых поступлений в банк денег, он сразу сомнется и скажет, а что такое, что-то на мое имя везде во всех банках, куда я что не перечислю или там не зашлю какие-то деньги, у меня там 15% раз налог. А он обратится к тому, кто это от его имени там продает где-то на каком-то Mercado Libre, понимаете? То есть, ребятки, это те вещи, которые вы должны знать. Это не к тому, чтобы кого-то там напугать, это для того, чтобы кому разъяснить, и чтобы человек не попадал в просак, не понимая, что происходит, от чего у него удерживают деньги, почему у него блокируют какие-нибудь там счета и все. Плюс, опять же, вы знаете, сейчас по новым правилам, если ваши обороты начнут ходить выше 400 тысяч песо в месяц на Mercado Pago, к примеру, я думаю, на других банках то же самое, они обязаны сейчас по закону на вас, засылать в налоговую инспекцию, что вы проводите, там сзади просто мотоцикл с машиной чуть не плюхнулись. А это самый, вот этот, который меня сейчас обгоняет, он там так приезжался, и теперь машет он руками всем подряд. Вот. Он там с задней машиной за мной, которая ехала, чуть не плюханулся. Одним словом, они закладывают о ваших оборотах в налоговую инспекцию. И если у вас появляется такое, что у вас идут обороты, а налогов никаких нет, на вас сразу высвечивается, как говорят, красная лампочка загорается на сайте налоговой инспекции, и в конечном итоге вас посетят или пригласят для дачи показаний. Это происходит очень реально так, именно так. При больших покупках, при всем оно так и происходит. Мы даже ходили там выяснять кое-что в налоговую инспекцию, не так давно были. И когда пришли, там тоже висит один долг, который нам, не принадлежит. И это ошибка. И сама налоговая сказала, что это ошибка, что не переживайте, это просто ошибка системы. Вот. Но вопрос не в том, они как определяют, она заходит там в себя на сайте налоговой, это инспектора, и посмотрели, говорят, не, у вас все нормально, даже желтым, говорит, вы не стоите, цветом не вышли. Я спрашиваю, что значит желтым? Это если у вас хоть какая-то там
недостача, перестача или не сходится приход с расходом, нам сразу уже как бы вы начинаете высвечиваться там, ну, желтым цветом, красным цветом, то есть как светофор, да, там у них уже, то есть они не то, что они сидят и с утра до вечера всех там пересчитывают, нет, сейчас интеллигенция артифициаль, то есть все это работают программисты на эту тему, оно все само там отсчитывается, пересчитывается, доходы ваши, приходы ваши, блин. Че же такие сегодня? Да, блин, задрали. Тот тебе поперек носа с одной стороны, тот с другой подрезает. Прямо все, только уж начался день, пятница, что вы все такие бешеные? Так, объяснил, да? Так что смотрите, ребят, такие, на чем можно торговать, это вот на этом. Но то, что надо оформляться, это надо оформляться. То, что надо считать налоги, надо считать налоги. Не рекомендую вообще, вот выписывайте реально счета. Вот смотрите, я продаю на своем, пускай небольшом интернет-магазине какие-то товары. Меня никто не спрашивает, но, ну, как бы вот покупатель не спрашивает, выпиши мне счет, но я их захожу в налоговую инспекцию и выписываю счета. Вы знаете, что у нас в налоговой инспекции только можно выписывать счета. То есть ты не можешь какую-то там бумажку себе придумать и сказать, на, это тебе типа, ну, счет, фактура. Нет, нифига, ты должен зайти на сайт налоговой инспекции и выписать его там. Для того, чтобы выписывать счета на магазине, у вас по-любому должно быть такие две штуки. То есть на вашем магазине, если вы сами делаете, должно светиться в обязательном порядке, то и у меня так светится, когда там оформляете для покупки, оформляете именно уже свою покупку. Оно не является обязательным, но оно должно светиться, чтобы у человека был выбор. Там должно светиться так, что если вы хотите официальный счет с налоговой инспекцией на покупку вашего товара, введите, пожалуйста, сюда, вот там, ну, в этом формуляре, как это называется, ну, в форме, в которой он заполняет, введите сюда ваш налоговый номер. Тогда по этому налоговому номеру я ему выписываю официальный счет, потому что я, когда выписываю, кому я продал, я ввожу его налоговый номер, и он, так как зарегистрирован в налоговой инспекции Аргентины, он сразу мне высвечивается со всеми своими данными, и налоговая сразу знает, этому человеку я там продал то-то, то-то, то-то. Если же он не хочет получать такой официальный счет, он может заполнить все, там типа доставку, куда ему там прислать, чем ему прислать и все такое, но он может не вводить этот налоговый номер. Но я тогда выписываю, называется такая штука, там можно выбрать консумидор финаль, то есть, ну, в общем, этот потребитель, что ли, вот так. Но там есть определенная сумма, до которой ты можешь выписать такие счета, как бы не указывая кому конкретно. То есть ты не можешь написать консумидор, тебя система заблокирует. Консумидор финаль, и типа он у тебя купил на 1 000 000, ничего себе. То есть там есть определенная сумма, к примеру, не знаю, как сегодня, но вот до недавнего времени было, допустим, 68 тысяч. Вот 68 тысяч он купил, это консумидор финаль без указания его данных. Если он купил на 100 тысяч, если он купил на 200, на 300 тысяч, я должен указать данные того человека, которому я продал. Или его номер ДНИ, его номер документа, или его налоговый номер. Это квит у нас называется. То есть я должен указывать, кому я продал на такие суммы, чтобы это не получилось так. Какому-то Васе я там типа продал на 2 миллиона каких-то товаров. Нет, так это не валит. Даже в налогу это вообще не проходит. Вы просто такой счет не сможете выписать. И ладненько, это мельком, так как у нас все блогеры нынче, чуть-чуть, как говорят, бонус для блогеров. Если вы блогер в Аргентине и собираетесь в Аргентину получать деньги, вы должны оформлять эту деятельность в налоговой инспекции. Вот. Как оформляется? Оформляется так. Во-первых, вы оформляете моноатрибуто и оформляете деятельность, которая называется publicidad no specializado. То есть publicidad – это реклама, но не специфическая, то есть вы не указываете, какая конкретная реклама, но вы типа такой рекламный агент. Вот, это раз. Второе. Вы должны зарегистрироваться, что вы будете давать вот эту вот деятельность за рубеж. И вы должны выписывать не фактуру С, не счет С, а фактуру Е. Е, буковка такая есть. Это экспортасьон, то есть вы работаете на экспорт.
Только после выписки таких счетов вы сможете получать деньги в Аргентину с Ютуба. Вы должны это делать, выписывать вот такие счета. Если вы думаете, что вы напишете какой-то левый счет С и получите деньги с Ютуба, это туфта. Если вам кто-то такое рекомендует, выгоните его, блин. Вы должны делать так, как я вам рассказываю, потому что это так по закону. А будете вы делать или нет, это, конечно, ваше право. Хотите делайте, хотите нет. Но если хотите быть перспективным в конечном итоге, что вы разовьетесь и будете там получать миллионы или тысячи долларов, то вам придется делать только так. Вы поняли, да? А еще вам придется оформиться, чтобы не платить еще дополнительный налог, раз в году платится, называется Derecho de Exportación. Вам придется оформиться еще не только монотрибутистом, а еще есть такой у нас раздел, называется PYME, Pequeñas y Medianas Empresas, то есть маленькие и средненькие фирмочки. Вот кроме монотрибутиста вы должны еще туда оформиться. Вот они избавлены от налога на Derecho de Exportación. Поняли, да? Вот вам такие маленькие фишечки, которые я вам подсказываю, ребята. Так что все, всем удачи вам, всем хорошей торговли, делайте магазины, торгуйте, наслаждайтесь бизнесом в Аргентине. Пока, подпишитесь на канал.